Ну что, ребятки, всем здорово! В сегодняшнем видео мы с вами разберем, почему Мештастик – это говно и что делать дальше. Поехали! Твой софт – говно. Простите? Дерьмовый софт. Ага. Про Мештастик сейчас не говорит только глухонемой. Нам говорят, ну ты купи вот эту платку за 2000 рублей, и у тебя будет неубиваемая суверенная связь. Получится сеть без интернета и даже спасение в случае зомби-апокалипсиса. Серьезно? На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет? Не молю, блядь. Я считаю, что Мештастик – это переоцененная и слишком дорогая просто игрушка для гиков. В нашей стране блокируют интернет. Думаете, текстовый чатик со скоростью отправки, как у пейджера из 90-х, спасет нас? Мы работаем в дерьме. Чтобы купить дерьмо, нам не нужное. Гоев греть нужно каждый день. Ну а пока прогретые гои радуются 3 строчкам текста на микроскопическом экране, взрослые дяди уже давно построили мощные, широкополосные и независимые сети. И сделали они это, ну вот не поверите, на самых обычных Wi-Fi роутерах. Многие из вас, наверное, слышали, что Wi-Fi роутеры умеют работать как межсеть. Эта функция была придумана для того, чтобы покрыть одной сетью, ну, например, большой дом, где сигнал с первого этажа не достает до второго, со второго до третьего, ну и так далее. И вот однажды кто-то из радиолюбителей задался вопросом, а что будет, если к Wi-Fi роутерам подключить направленные антенны? И выяснилось невероятное. Дальность связи между такими роутерами начинает исчисляться километрами. Вспоминаем видео Криосана про его Wi-Fi пушку и получившуюся дальность связи. Так вот, в Европе и в Америке радиолюбители уже давно развернули такие сети. Они называются Хэмнет или аббревиатура AREDN. Кстати, вот интересный факт. Набирающий популярность протокол Reticulum был создан именно для Wi-Fi межсети, а не для межсети LoRa. Ну и давайте пробежимся по пунктам и сравним Wi-Fi межсеть и межсеть LoRa, например, Мештастик. Первое. Пропускная способность. Средняя скорость передачи данных в сети Мештастик примерно 500 бит в секунду между каждыми узлами. Напротив, в Wi-Fi межсети скорость передачи данных достигает десятков мегабит в секунду, то есть как у обычного привычного интернета. Пока пользователи сети Мештастик молятся, чтобы их сообщение ну хотя бы куда-то дошло, пользователи Wi-Fi межсети могут себе позволить передавать огромные файлы, видео с IP-камер, звонки по IP-телефонии и работы обычного, так нами любимого интернета. И все это достигается именно за счет широкой пропускной способности. Сеть LoRa, она для этого даже не проектировалась и никогда этого не достигнет. Следующее. Сеть Мештастик работает по принципу управляемого спама. Устройство просто рандомно кричит в эфир. Из-за этого часто возникают коллизии и потери пакетов. Среди пользователей Мештастик уже в сленг вошел такой термин «черная дыра». Это когда вокруг тебя, ну вроде бы и достаточно пользователей, и отличная связь с ними, но твое сообщение просто неведомым образом потерялось. Кстати, хотите, открою вам секрет? Сеть Мештастик фатально уязвима к так называемой спам-атаке. Злоумышленник может запрограммировать свой LoRa-модуль так, чтобы он постоянно слал в эфир мусорные пакеты. И сеть Мештастик бездумно, по цепочке, будет ретранслировать и ретранслировать эти пакеты по всей сети, абсолютно захламляя эфир, тем самым не давая другим людям ею пользоваться. Таким образом, всего одного вредоносного узла достаточно для того, чтобы полностью и на любое время отключить сеть Мештастик во всем городе. Ну а теперь сравните. Wi-Fi межсеть в это время использует умные протоколы маршрутизации OLSR, Bubble, и недавно вот появился Reticulum. Благодаря этому Wi-Fi межсеть способна переваривать огромные потоки данных от сотен пользователей одновременно на высокой скорости. Следующее. Иллюзия карманного устройства.
Хитрые маркетологи продают нам идею. Положил в карман маленькую коробочку с антенной 5 сантиметров, и все, и ты в сети. Серьезно? Но если не отрываться от суровой реальности, то в условиях железобетонного города или леса дальность такой коробочки максимум 500 метров. Не забываем, да, что это всего лишь для маленького текстового сообщения. Чтобы межтастик работал на заявленные 10 километров, вам нужно купить уже 3-й узел, направленные антенны и ставить это куда-то высоко, на мачты, например, или на крышу. И у любого нормального человека возникает вопрос, если все равно вырисовывается стационарное устройство с направленными антеннами, все равно лезть на крышу, то ради чего тогда заморачиваться с такой маленькой пропускной способностью, когда можно поставить на крышу Wi-Fi роутер? Тогда для наземных устройств уже не нужны никакие дополнительные узлы, и можно подключиться к этой сети с обычного смартфона. Дальность связи между двумя Wi-Fi роутерами с направленными антеннами превышает 10 километров. При этом все, кто находится на линии этого радиомоста, могут подключиться к этой сети просто с обычных своих смартфонов и получить быстрый, широкополосный, привычный нам интернет. И на рынке давно уже полно устройств именно в уличном формате исполнения. Вы можете найти их на Авито и достаточно недорого. И вам на заметку такой факт. Самый мощный модуль LoRa на 900 МГц, который я сумел найти, его мощность составляет 2 Вт. В то время как для Wi-Fi оборудования 5 Вт – это не редкость и бывает даже больше. Следующее. Межтастик – это инфраструктурный тупик. Вы заперты внутри этого приложения. Через него вы не можете подключиться к интернету, посмотреть какой-то сайт, открыть Telegram или YouTube. Это вещь, замкнутая в себе. Это просто групповой чатик. И это максимум этой технологии. Да, некоторые могут сказать, мы же можем прошить ретикулум на свои модули, и тогда мы сможем передавать голосовые сообщения. Допустим, голосовое сообщение по сети ретикулум на модулях LoRa от одного до другого узла идет примерно 30 секунд. Вы представьте, что в сети таких прыжков должно быть 10, то есть 300 секунд идет малюсенькое голосовое сообщение. При всем при этом сеть полностью занята вашим сообщением, и другие люди не могут ею пользоваться. Вы честно скажите, такой результат и вообще такая технология, она вообще достойна вашего внимания? Для сравнения, Wi-Fi межсеть – это полноценный TCP/IP стек. Это альтернативные каналы и мосты в так любимый нами и привычный интернет. На этой сети работают обычные сайты, YouTube, Telegram, сетевые приложения, абсолютно все, на что хватает фантазии и к чему мы так привыкли. При этом она лишена недостатков старого интернета, потому что она не имеет централизованного узла. Каждый пользователь является частью этой межсети. Следующее. Доступность железа. В случае с сетью межтастик каждому пользователю нужно покупать какие-то специфические платы, заказывать их с Алиэкспресса, ждать, собирать, подбирать антенны. Но что если ваш друг, например, не хочет этого делать? И получается, что ваш друг, он просто не сможет подключиться к этой сети, и вы никак не сможете с ним связаться, просто потому, что у него нет такого радиомодуля. Для Wi-Fi межсети железо абсолютно навалом, начиная от самых простых и дешевых Wi-Fi роутеров, направленных антенн и заканчивая серьезными мощными тарелками провайдерского класса. В то время, когда плата межтастик стоит 2500 рублей, а вам для связи на 10 километров нужно 3 таких платы, 2 для конечных пользователей и 1 на вышке с направленными антеннами. Можно поступить более умно, купить 2 дешевых Wi-Fi роутера по 500 рублей, направленные антенны по 700, по 1000, или даже сделать их самим, как Kreosan. И вы получаете несравненно более мощное и высокоскоростное устройство. Широкополосный канал связи на те же 10 километров, только ведущий прямо в интернет. И ваши друзья или родственники могут подключиться к нему с обычного смартфона. Такие вот дела, ребятки. Нам блокируют интернет.
и межтастик или даже сеть LoRa очевидно не подходят для решения этого вопроса. Строить сеть нужно на том, что может передавать большие объемы данных, и к чему можно подключать технику, которая и так есть у всех, которую не нужно отдельно покупать где-то в Китае. Вы не сможете сделать так, чтобы абсолютно каждый ваш родственник или знакомый купил себе межтастик. Но вот Wi-Fi и интернетом пользоваться умеют все. И в стране этого оборудования уже навалом и продают его за копейки. Wi-Fi межсети вроде Hemnet или AirEDN – это и есть полноценная, взрослая, параллельная сетевая инфраструктура, но которая уже лишена недостатков старого интернета, потому что строится по топологии межсети, и которую вы можете собрать прямо сейчас из самого обычного Wi-Fi роутера и направленной антенны. Для всех заинтересовавшихся я создал группу в Telegram, где мы можем обсудить эту тему. Добро пожаловать по ссылке в описании. Ну и подписывайтесь на этот YouTube канал. До скорого, ребятки!